Иногда кажется, что встречи с людьми в нашей жизни происходят случайно, без особого смысла. Кто-то появился, кто-то ушел, кто-то остался. Мы машем рукой и говорим: ну просто совпало. Но стоит заглянуть глубже, и приходит другое ощущение. Возможно, это было не просто так. Карл Юнг говорил, что бессознательное общается с нами не только через образы, чувства и сны, но и через других людей. Именно встречи становятся тем языком, на котором с нами говорит наша внутренняя жизнь. Те, кого мы встречаем, словно зеркала. В них отражаются наши тени, наши желания, наши страхи. Не потому, что мы притягиваем их намеренно, а потому, что психика, мудрая, тонкая, упорно стремящаяся к целостности, ищет способ выразить то, что в нас пока неосознанно. Иногда какая-то встреча – вспышка, иногда рана, иногда тихое узнавание, которое невозможно объяснить логикой, но всегда приглашение заглянуть вовнутрь. Мы думаем: как же меня раздражает этот человек, и не замечаем, что он просто показывает нам ту часть себя, которую мы не хотим признавать. Мы восхищаемся кем-то и забываем, что, возможно, внутри нас живет та же сила, просто мы ее спрятали. Каждая встреча как реплика в большом внутреннем диалоге. Кто-то говорит: посмотри, ты забыл про свою свободу. Кто-то: ты все еще боишься быть собой. А кто-то просто молча присутствует и этим дает нам опору. Иногда после некоторых встреч становится тяжело, будто вскрыли что-то хрупкое. Но именно тогда начинается движение. Сверху может казаться, что это боль, а в глубине это начало возвращения к себе. Юнг писал о явлении, которое называл синхроничностью, смысловых совпадениях, когда внутреннее состояние и внешние события неожиданно складываются в узор. Вдруг на вашем пути появляется человек, который словно слышит ваши мысли. Или вы встречаете его именно тогда, когда уже почти готовы что-то отпустить. Эти встречи не мистика. Это язык бессознательного. Возможно, вы не искали эту встречу, но внутри вы были к ней готовы, и поэтому она произошла. Синхроничность – это не магия, это точность психики, которая знает, кто и когда нужен, чтобы вы сделали следующий шаг. Что на самом деле значат случайные отношения? То, что в нас не прожито, не завершено, не понято, не исчезает. Оно ищет выхода. И чаще всего находит его через другого человека. Мы влюбляемся не в человека, а в свою проекцию. Сердимся не на него, а на ту часть себя, которую боимся признать. Пугаемся, потому что нас приблизили к внутренней боли, от которой мы убегали годами. Это не значит, что все иллюзия. Это значит,
что в каждой встрече есть и другой пласт, психологический, бессознательный, глубинный. Отношения становятся сценой, на которой разыгрывается внутренняя драма. Детская мечта быть нужным, страх быть брошенным, стремление быть идеальным. Это неплохо, это честно. Юнг писал, что психика исцеляется через повторение, через обострение, через узнавание. И потому самые яркие, сложные, болезненные отношения чаще всего самые важные. Тень. То, что мы отвергли, но все еще несем. У каждого из нас есть сторона, которую мы привыкли прятать. Мы не показываем ее и ни близким, ни себе. Просто потому, что когда-то решили, таким быть нельзя. Карл Юнг назвал эту сторону тенью. Это не обязательно зло, агрессия или эгоизм. Иногда наоборот. В тень уходит то, что в нас самое живое. Чувствительность, спонтанность, страх быть отвергнутым, желание быть нужным. Мы прячем это глубоко, закрываем. Но оно не исчезает, оно ждет. И однажды проявляется. Не напрямую, а через людей. Через тех, кто будто случайно вызывает в нас сильнейшие эмоции. Кто-то вас почему-то раздражает, пугает, влечет. Но дело не в нем. Дело в том, что этот человек стал триггером. Он прикоснулся к той части, которую вы давно от себя закрыли. Кто-то своей свободой пробуждает вашу подавленную спонтанность. Кто-то своим напором вашу давно забытую силу. А кто-то своей уязвимостью показывает, вы тоже можете быть не идеальным. Тень не враг. Она просто хочет быть увиденной. Не для того, чтобы разрушить, а чтобы вернуть вам вас самих. Юнг писал, то, что мы не осознаем в себе, мы встречаем как судьбу. Но это не приговор, это шанс. Возможность встретиться с собой не в фантазии, а в правде, в честности и в принятии. Когда вы перестаете бороться с тем, что в вас вызывает стыд, вы перестаете быть жертвой. Вы начинаете быть собой, не идеальным, неудобным, а живым. Повторяющиеся сценарии. Почему я снова здесь? Бывало ли у вас так? Вы встречаете нового человека, а ощущения такие, будто вы уже это проходили. Уже чувствовали себя ненужным, отвергнутым, обманутым. Уже боролись за внимание. Уже сжимались внутри. Почему мы снова и снова оказываемся в одних и тех же историях? Юнг говорил, психика возвращается туда, где когда-то что-то осталось незавершенным. Не потому, что мы не учим урок, а потому, что мы бессознательно хотим дописать этот сценарий, но по-другому. Если вы в детстве учились заслуживать любовь, скорее всего,
вы и взрослую жизнь начнете с попытки заработать признание. Если однажды вас не услышали, вы снова окажетесь рядом с тем, кто не слушает, чтобы в этот раз сказать «нет, так со мной нельзя». Повторение – это не наказание, это зов. Это приглашение сделать шаг по-новому. Не подстроиться, не проглотить, не замолчать, а остаться с собой, с чувствами, с осознанностью. В этих ситуациях есть мощная точка силы. Вы вдруг понимаете, сценарий знаком, но вы уже другой. И потому вы можете поступить иначе. Мягко, уверенно, по-взрослому. С этого момента и начинается настоящая трансформация. Юнг называет это психической алхимией. Все повторяется, пока не изменится, пока вы не выберете иначе. Архетипы – те, кто в нас просыпается. Юнг говорил, что в каждом из нас живут древние образы, глубинные роли, универсальные сценарии, которые не мы придумали, но которые вдруг начинают нас вести. Юнг называл их архетипами. Мы носим их в себе, порой даже не зная об этом. Внутренний герой, который хочет защищать. Раненый ребенок, который мечтает быть любимым. Мудрец, отшельник, искатель. Они спят, пока кто-то не разбудит их своим присутствием. Вот вы рациональны, спокойны, сдержаны. И вдруг встречаете человека, рядом с которым хочется заботиться, направлять, быть рядом. Это просыпается герой. А бывает наоборот. Вы сильны, самостоятельны, никогда не жалуетесь. Но появляется кто-то, и вы чувствуете, мне хочется быть слабым. Хочется, чтобы меня просто обняли. Это голос внутреннего ребенка. Иногда с другим человеком в нас включается целый миф, целая история, которую мы даже не можем объяснить. Это не про логику, это про глубину. Другие люди не создают эти роли, они лишь запускают их в нас, становятся ключом к тому, что давно ждет выхода. Вот почему некоторые отношения кажутся такими судьбоносными. Не потому, что человек особенный, а потому, что рядом с ним оживает нечто важное в нас самих. Проекция или интуиция? В кого ты влюбился на самом деле? Когда нас захватывает сильные чувства, особенно в начале, мы редко видим человека таким, какой он есть. Мы смотрим и видим мечту, образ, надежду. Юнг называл это проекцией. Мы бессознательно надеваем на другого человека те качества, которые нам не хватает. Заботу, которую не получили в детстве. Смелость, которую в себе не признаем. Легкость, о которой давно забыли.
Мы не любим человека. Мы любим ту часть себя, которую он помогает нам вспомнить. И именно поэтому чувства вначале такие яркие. Они поднимают не только настоящее, но и прошлое. Проекция – это не ошибка, это этап. Но если вы не осознаете ее, она становится ловушкой. Рано или поздно человек начнет не совпадать с образом. И тогда вы почувствуете разочарование, гнев, пустоту. Но это не предательство. Это просто момент, когда образ рассыпается и остается реальность. Интуитивная связь другая. Она тиха, глубока, без надрыва. Вы не растворяетесь в человеке. Наоборот, вы рядом с ним лучше чувствуете себя. Нет тревоги, что вы недостаточны. Нет желания быть кем-то другим. В этой связи вы просто есть. Вы можете молчать и быть услышанным. Вы можете растеряться и не потерять уважение. Можете быть уязвимым и остаться в принятии. Настоящая близость начинается, когда проекция уходит, а человек остается. И вы видите, он не идеальный, но живой. И рядом с ним вы тоже живые, настоящие. Разрушающие отношения, когда боль – это начало. Мы привыкли думать, что любовь должна лечить, что рядом с тем самым станет спокойно, светло и легко. Иногда так и бывает. Но иногда рядом с другим человеком все будто рушится. Вы теряете равновесие. Появляется тревога, неуверенность, боль, о которой вы давно забыли. Кажется, что этот человек дотронулся до самого болезненного. Но правда в том, что он просто коснулся того, что уже было в вас. Он стал триггером, катализатором, не виновником, а запускающим механизмом. Карл Юнг говорил, невозможно стать сознательным без боли. Иногда, чтобы пробудиться, нужно быть потрясенным. Чтобы вернуться к себе, надо сначала потерять опору. Чтобы стать настоящим, нужно сбросить старую маску. Разрушающие отношения не всегда токсичны. Иногда это просто встреча, после которой ты больше не можешь быть прежним. Потому что через боль ты увидел, где жил в иллюзии, где молчал, где предавал себя. Это не конец, это сдвиг, перелом, начало внутренней перестройки. Юнг называл это психической алхимией. Старое сгорает, чтобы освободить место новому. И именно в этой пустоте рождается настоящая суть. Целительные отношения. Не чтобы спасти, а чтобы быть рядом. А бывают и другие встречи. Тихие, ненавязчивые, без вспышек и надрыва. Но рядом с таким человеком вдруг становится легче дышать. Не нужно притворяться. Не нужно казаться сильнее, чем есть. Он не лечит. Он просто рядом. Не давит, не требует, не исцеляет. Но своим присутствием
позволяет вам быть собой. Юнг считал, что в таких отношениях пробуждается архетип целителя. Не того, кто спешит исцелить, а того, кто умеет видеть. Видеть вас целиком, со всеми ранами, со всем светом и уязвимостью. С такими людьми не страшно быть слабым, не стыдно быть растерянным. Их принятие как внутреннее «да», которое звучит даже в молчании. Они не пытаются восполнить вашу пустоту, не делают вас сильнее, но рядом с ними вы сами вспоминаете, что сила уже есть. Иногда такие люди приходят ненадолго, иногда остаются на всю жизнь, но независимо от времени они всегда оставляют след. Не потому что спасли, а потому что вернули вас к себе. Встречи как мосты между тем, кем вы были, и тем, кем можете стать. Если оглянуться назад, становится ясно: не все встречи были легкими, не все понятными, но каждая из них, даже самая короткая, могла стать точкой поворота. Кто-то пробудил силу, кто-то напомнил о боли, кто-то обнажил рану, а кто-то просто был рядом, когда вам было особенно важно не остаться одному. Юнг говорил, такие встречи не случайность, это психическая необходимость. Ваша внутренняя система, как тонкий компас, точно знает, кто вам нужен на определенном этапе пути. Иногда люди приходят, чтобы встряхнуть, иногда, чтобы исцелить, иногда, чтобы показать, ты можешь иначе. Каждая встреча становится мостом между тем, кем вы были, и тем, кем еще можете стать. И весь этот путь не случайная цепочка совпадений. Это путь индивидуации, как называл его Юнг. Путь к себе, к собственной глубине, не к идеальности, а к подлинности. Когда вы перестаете играть чью-то роль, снимаете старую маску, перестаете делить себя на правильное и неприемлемое. Индивидуация – это не одиночество, это возвращение. И каждый человек на этом пути как знак. Здесь сверни, а здесь задержись, здесь почувствуй. Это не путь наверх, это путь вглубь. И, возможно, вы никогда не скажете этим людям спасибо вслух, но вы почувствуете это внутри. Спасибо себе за то, что не отвернулись от роста. Спасибо им за то, что появились вовремя. Спасибо жизни за удивительную точность ее случайностей. Потому что это не просто история отношений. Это история возвращения к себе.